Знаете, про Соника бывают игры двух видов. С крутым продуманным сюжетом и хорошим геймплеем. Ну, почти. Или мы получаем вот это. Бывают, конечно, в жизни огорчения. Но, в этом плюсы тоже есть. Например, в Sonic Colors есть моменты как в Unleashed. Ведь все мы помним, что Sonic Unleashed поставил направление для Sonic Team и Sega. Ну а еще деньги! Единственное, что я не могу понять, так это почему Sonic Colors, игра, которая продолжает сюжет в мире Соника, игра, в которой есть геймплей как в Unleashed, ну и плюс виспы. И эта игра вышла только на Nintendo Wii. Не на Xbox, PlayStation или ПК, а именно на Nintendo Wii. Я был разочарован, так как у меня ее не было. Но благодаря эмулятору я все-таки смог поиграть в эту игру. Сильно в игре я не был разочарован, но все-таки эта игра не такая, как другие. Обо всем по порядку, с вами Наригелбит и мало запоминающаяся, красочная Sonic Colors. Sonic Colors – видеоигра серии Sonic the Hedgehog в жанре платформер, разработанная студиями Sonic Team и DIMS для игровых платформ Wii и Nintendo DS. Обе версии были выпущены в ноябре 2010 года. Я не играл в DS-версию, хотя я слышал, что она лучше старшей версии. Но мы сегодня говорим о финальной версии для Nintendo Wii. Ну что я могу для начала сказать? Название подходит к игре. Уж она такая цветная, яркая, но нифига не запоминающаяся. Но об этом потом. А вначале давайте поговорим про сюжет. Соник и Тейлз летят на космическую станцию Эгмана. И... все. Ладно, они еще узнают, что Эгман использует виспов для того, чтобы у его станции была энергия. Ну, как всегда. Он не поменялся со времен первого Соника. Но еще я могу сказать, что Тейлз пытается сделать нормальный переводчик, чтобы понимать язык виспов. Это, конечно, прикольно, но почему Соник и Тейлз без переводчика не понимают виспов, а виспы понимают без переводчика Соника и Тейлза? Где логика? По-вашему, виспы знают английский, хотя Соник и Тейлз знают откуда-то английский? Надо перестать искать логику в играх про этого синего ежа. Знаете, это, пожалуй, первый случай, когда мне ни одна музыка не запомнилась в игре про Соника. Ну разве что мелодия из уровня Planet Wisp. И все. Да и при том, это благодаря Sonic Generations, который был этот уровень. Но еще есть главная тема игры. И она такая себе, лично для меня. Но она чем-то похожа на главную тему из Sonic Unleashed. Вы только послушайте.
В этой игре вы сможете играть за Соника и Соника, а еще за Соника. Ну что ты ожидал? Это же игра про Соника. Ладно, на самом деле геймплей разнообразили. Ведь здесь есть виспы, с помощью которых Соник может бежать быстрее. Ну типа буст. Рыть землю, летать и тому подобное. Вот только буст тут такой себе. Не потому, что он быстро заканчивается, и его можно получить только из капсул с виспами. Потому что этот буст похож... Я извиняюсь. На реактивный ЛГБТ пердеж. Ну что это такое? Ну а так, если говорить про уровни, то я могу сказать, во-первых, вы в основном будете проходить 2D секции. А я хотел, чтобы все уровни были в стиле 3D, а не 2D. Ой, да ну тебя, я вот люблю 2D игры про Соника, поэтому и доволен. Кстати, рекомендую поиграть в Sonic Mania. Да полная фигня твоя, Соник, наркомания. Что ты сказал? Стоп! Вот теперь понимаете, почему я люблю Соника нечто. Да потому что в этой игре, в отличие от этого Sonic Colors, все куда продуманнее. Уровни были наполовину 2D, наполовину 3D. В это могли играть все. И те, кто любит двухмерные, и те, кто любит трехмерные игры. Вот именно по этой причине я не люблю Sonic Colors. Потому что в ней в основном 2D уровни. А если 3D есть, то его катастрофически мало. Ну это в принципе все, что я хотел сказать об уровнях. Единственное, что я хотел бы еще упомянуть, так это окончание уровней. А именно, когда вы проходите уровень, в конце можно повлиять на результат и получить жизнь, либо кольца. Это очень напомнило мне старые двухмерные игры про Соника, где можно было в конце раскрутить табличку и выбить из нее бонусы. Я сделал это отдельным пунктом не просто так. Дело в том, что уровни не запоминающиеся. Да, они яркие, но их сложно запомнить. Единственный уровень, который я запомнил, так это Planet Wisp, и опять же, благодаря Sonic Generations, в который был этот уровень. Так что лично по моему мнению, я думаю, что разработчики так себе постарались над дизайном уровней именно на вид. Когда проходишь эти уровни, ты увлекаешься, но на вид ты их вряд ли запомнишь и забудешь на следующий же день. Кстати, я еще заметил, что в этой игре были похожие элементы из другой игры. Например, жизнь. Она выглядит точь-в-точь, как в Sonic Unleashed. Ну и вот эти выталкивающие платформы. Заметьте, я не останавливаюсь на персонажах, потому что их тут мало, но и обсуждать нечего. Все как по старинке. Ну, вообще, мы тут ради боссов собрались. Ну так вот. Боссы скучные. Ну уж извините, но они реально скучные, потому что каких-то надо с 2 или 3 ударов побеждать. Да и все. Ну и еще есть финальный босс, которого победил в 4-й попытке. Буду честен, но ничего в нем сложного нет. Просто уворачиваетесь или перепрыгиваете, а потом бьете. И так несколько раз. Кстати, помните финального босса из Sonic Forces? Ну так вот, он точь-в-точь такой же, как Sonic Colors. Господи, у Sonic Team идеи уже закончились. В итоге я могу сказать, что эта игра такая себе, но на вечерок сойдет. Ну а так желания проходить ее еще раз у меня нет. Вы сами для себя решайте, хотите вы поиграть в нее или нет. Ну а мои следующие ролики я попытаюсь сделать лучше. У меня на ролике про Blaze набралось 1000 просмотров, даже больше. Я был в шоке. На этом у меня сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
нажимайте на колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. Всем удачи и пока.